Всем привет! Привет, привет, привет! Проявляйтесь, давайте, проявляйтесь. Я же проявилась вам с большущим опозданием. Сегодня я просто взяла... Нет, сначала я сегодня решила провести очень крутой эфир. Так готовилась, что забыла. И, в общем, в таком кипише быстренько собралась. И вот я с вами. Рада вас видеть, друзья! Как ваши дела? Пишите, чем занимаетесь, откуда вы? Давайте общаться. Расскажите мне, как вас зовут, чем вы занимаетесь. Будем общаться, потому что сегодняшний эфир, он очень интересный. Сейчас я поправлю все, сделаю так, чтобы было все у нас с вами симметричненько. Так, Магнитогорск. Приветствую, Магнитогорск. Всех рада видеть. Привет, красотка. Привет. Рада всех видеть. Слушайте, какие вы молодцы, что вы пришли. Несмотря на то, что я с опозданием вышла в эфир, вы все равно здесь. Вы просто самые лучшие. Спасибо вам большое. Оренбургская область, Красноярск. Еще пишите. Пишите, посмотрим нашу географию. Это же очень интересно. Ура, Таня пишет, дождались. Ура, Танюша, я сама рада. Так, приветствую всех. Кунгур, привет, Кунгур. Орск, привет, Орск. Машенька, здравствуйте. Пишите, откуда вы, девчоночки. Пишите, откуда вы появились, где вы сейчас находитесь. Мурманск. О, классно, очень рада. Екатеринбург, Гульнара. Рада, землячка. Так, а я пока все готовлю для вас сегодня. Сегодня у нас будет классная тема. С одной стороны, она очень глубокая, с другой стороны, она очень-очень-очень больная. И мы поговорим с вами на тему мантр. Москва с нами присоединилась. Здорово! Очень рада! Катюша, очень рада! Ксюша. Ну Ксюша, понятно. Так, ну что ж, хорошо. Скажите, пожалуйста, у меня сейчас будет к вам такой щепетильный вопрос, на который мне хочется получить ответ. Сегодня мы будем говорить о мантрах и постараемся раскрыть их с разных сторон. Вот как ответьте на такой вопрос. Когда вы впервые услышали о мантрах? Вообще, что такое мантра? Что вы подумали? Я поделюсь просто с вами интересными моментами, так как я занимаюсь вообще мантра-йогой, занимаюсь вокалом, я даже учу писать мантры, то, конечно же, встречаются в некоторых случаях такие ситуации, когда человек не знает, что это такое, и относится к этому с определенным пренебрежением, да, или боится этого, или не доверяет этому. Вот есть ли какие-то вот такие интересные случаи в вашей жизни, либо в жизни ваших друзей и знакомых, кто не знал, что это такое, да, кто, может быть, это как-то повлияло на вашу жизнь? Напишите, пожалуйста. Я расскажу свой случай. У меня был знакомый человек, который, вообще, он просто этого боялся. Вот слово мантра для него было, это равно секта. Просто мантра — это все, это что-то ужасное, это что-то такое, в которое ты зайдешь и больше никогда из этого не выйдешь. Это полностью людей как-то зомбирует, что-то вот такое вот. Вот такой вот был у меня знакомый человек, который этого боялся как огня. Понимаете? Так, честно скажу, Юля пишет, что не знаю конкретно, что это. Поняла, Юля, спасибо. Мне очень нравится, что вы конкретные девчонки. Значит, я конкретно вам сегодня буду рассказывать. Дальше, Юлия Сергеева пишет, мне повезло, у меня изначально хороший источник, это Илона. И еще Сати Казанова, да. Много, да, Сати тоже много рассказывает о мантрах. Слушаю мантру, но сама не пою, а хочется. Вот смотрите. Сегодня мне хочется поговорить с вами на тему мантры и раскрыть их немножко с разных сторон. Во-первых, что такое мантра? Вот Юля написала, да, Осипова.
Типа, я слышала об этом, но я не знаю, что это вообще такое. Почему вообще возникает вот это вот состояние, что это что-то завуалированное, это что-то непонятное, это какая-то секта, это что-то, то, что человека приводит в странное состояние, да? А вот, Любовь пишет, мантры, кришнаиты, так думает мое окружение. Ага, понятно. Катя пишет, уральская музыка, свет, вибрации совершенно другого качества. Спасибо, Катюш. Да, любовь. И это тоже присутствует такое убеждение. Накидайте, кстати, разные убеждения, вот которые вы слышали на тему мантр, на тему йоги. Накидайте. Просто вот интересно. Классная же Любовь написала. Да? Мантры равно кришнаиты. Да? А кришнаиты равно секта. Да? Правильно же я понимаю? То есть обычно же вот так это происходит. Для того, чтобы вообще понимать, что такое мантра, нужно хотя бы разок окунуться. Невозможно отрицать все. Вообще, когда человек что-то отрицает, вот категорически отрицает, это говорит о том, что когда-нибудь он к этому вернется. То есть то, что мы отрицаем, то, что мы говорим «нет, нет, нет», наша реакция на эти вещи, она, ну, то есть энергетика, которую мы посылаем туда, она приумножает эту энергию, то есть она цепляет наше внимание за то, что мы отрицаем, и со временем это притягивается в нашу жизнь. Это закон кармы. То есть человек, который кого-то осуждает, всегда будет потом поступать так же, как тот, кого он осуждал. Вы слышали об этом ведь, да? Потому что он концентрируется на проблеме того человека, ему кажется, что тот человек, например, поступает неправильно, да, как-то, он думает о нем, постоянно осуждает, говорит, все внимание туда, и, следовательно, он притягивает это в свою жизнь. То же самое происходит с людьми, которые много что отрицают. Катя пишет, люди не знают, а все, что неизвестно, пугает. Правильно, Катя написала, Степанова, правильно. Юля пишет, мне недавно сказали, ну вот, нормальная же была девочка. Нет, какие-то мантры там стала петь в какой-то секте. Понятно. Ладно, поехали разбираться. Итак, что такое мантра? Ну, во-первых, хочется сказать, что мантры есть большое количество. И они существуют не только в ведической культуре. Они существуют в славянской культуре, в китайской культуре, в тибетской культуре. То есть мантры, они есть практически в каждой культуре, но они называются разными словами. В славянской культуре есть славянские мантры, если вы не знали. Вот чтобы понять, что такое мантра, нужно раскрыть ее как будто бы изнутри и посмотреть, что вообще она собой несет. Вообще изначальные мантры появились много-много тысяч лет назад. Миллионов тысяч лет назад. Считается, что они появились в благие времена. Это наши временные циклы на нашей Вселенной, да, в нашей Вселенной. Они распределены на юги. Кали-юга сейчас у нас идет, да, до этого была Сати-юга, какая-то еще там юга, я не буду врать. Вот в Сати-югу, благие времена, были даны мантры. И раньше мантры передавались только устно. Так что такое мантра? Самая первая мантра появилась, и считается, что она была передана непосредственно Богом на слух ведающему человеку, знающему человеку. Это мантры, которые до сих пор передаются из уст в уста, от учителя к ученику, даже не в письменном виде некоторые из них передаются, они передаются устно, и их нельзя менять ни интонационно, ни ритмически, вот как они звучат, рецитация, вот так она и должна остаться. Такие мантры называются шрути. Многие из этих мантр впоследствии, когда началась Кали-юга, была Сати-юга, благие времена, сейчас у нас Кали-юга, темные времена, да? Перед тем, как началась Кали-юга, мантры, которые передавались из уст в уста, они были записаны в 4 книги, которые называются Веды. Вот эти 4 книги, они полностью состоят из мантр, кроме второй, по-моему, или 3 книги Самаведа, которая рассказывает о музыке. Первые, самые древнющие книги
основные книги, говорящие обо всем, да, то есть несущие с собой великие знания, переданные непосредственно Богом Всемогущим, да, вот в эти Веды, древние Веды. И одна из них говорит о музыке. Теперь вы понимаете вообще, насколько музыка имеет огромное значение. Сейчас пропагандируется музыка только как развлечение. Но музыка, друзья, это не развлечение. Иначе бы ее не было в этом списке. Древнейшей первой литературы. Музыка является основополагающей в развитии сознания человека, в развитии ума человека. Музыка влияет на органы чувств, она влияет на самую глубину сердца. Поэтому это тот инструмент, который очень быстро может поменять состояние человека. И кто-то об этом знает, да, и использует ее не совсем благим способом. То есть музыкой можно убить человека, разрушить, музыкой можно исцелить человека. То, что делают мантры, да, они исцеляют. То есть получается, что мантры — это выдержки из священных текстов. Вы понимаете, да, теперь, что это такое? Ман переводится с санскрита как манас, тра переводится как инструмент. Мантра — это инструмент для работы с нашим умом. Почему это так происходит? Почему мантра является инструментом для работы с нашим умом? Потому что в момент, когда вы поете мантру, у вас отключаются мысли. Вы не можете ни о чем думать. Мантра таким образом работает. Это происходит просто по какому-то, как по волшебной палочке. Вы впадаете сразу же в определенное состояние. Вот почему говорят, что мантра — это что-то такое, потому что каждый человек чувствует, что за мантрой стоит сила. За ней реально стоит сила. Мантра имеет огромную мощь и силу, особенно правильно произнесенная мантра, древнейшая мантра. Мантры есть шрути, которые записаны в 4 ведах. Позже мантры, которые появились, они были записаны в остальных книгах. Это, простите, Махабхарата, Рамаяна, эпосы, по-моему, шастры и так далее. В общем, Пураны, да, Вишну-Пураны, то есть все вот остальные мантры уже были, все мантры, которые появились позже, они называются смрити, то есть уже записанные, да, или запомненные мантры. Шрути переводится как услышанные, переданные непосредственно Богом человеку, да, а смрити — это мантры, которые уже записанные были человеком, то есть мудрецами. Записанные мантры мудрецами. И вот смрити — это то, что вы чаще всего слышите, когда поет Дева Примал и так далее. То есть мантры, на которые накладывается музыка, они звучат совсем по-другому. Если шрути — это звучание конкретное, я сейчас вам покажу, как. Хотите послушать, как звучит шрути? Как звучат мантры древние, чтобы вы понимали разницу, что вы слушаете. Вот даже вы, не зная, что такое мантра, могли понять, а что это такое. Древняя мантра или это уже мантры, которые были записаны позже, смрити. Итак, шрути звучит примерно так. Гананам тва Ganapati Gumhavamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jishtvarajum Brahmanam Brahmanaspatana Shrinvannuti Pisidasaranam Shri Mahaganapataye Namah. Вот это шрути. Обратите внимание, она звучит не так. Да, совсем по-другому. Она янская, то есть она прозвучала мощно, огненно, сконцентрировано,
плотно. Это шрути. Если вы слышите такие мантры, это рецитация. Это звучание из прошлого. Да? Это то, что передавалось из уст в уста и не имеет права ни в коем случае меняться. Но почему же тогда возникает вот это вот ощущение, что мантра это что-то непонятное, это что-то, ну, мне это неизвестно, непонятно, поэтому я это не пою. Почему возникает это? Потому что вы не знаете перевода. Вот и все. Когда человек не понимает, что он поет, конечно, как он может этому доверять? Каким образом он может этому доверять? Для того, чтобы вообще понимать, какие мантры бывают, нужно знать перевод каждой мантры. Для того, чтобы знать перевод, в идеале, конечно же, нужно изучить мантры. Да? Если вот то, что сейчас прозвучало, это был Рудрам Ганеши. Рудрам Ганеши. Рудрам, это Рудрам, который устраняет препятствия на пути. Вообще Ганеша — это такое божество ведической терминологии, которое олицетворяет собой голову слона и тело человека. Он как ребенок, он веселый, радостный, но при этом он очень тучный, мощный, и своим телом он разрушает все на своем пути. Этот Рудрам поется перед тем, как выполнить какую-то духовную практику. Звучит Рудрам Ганеши, и мы вступаем в какую-то другую практику рецитации мантры, или пения мантры, или открытия какого-то еще интересного момента. Как звучат, это было шрути, первоначальные мантры, которые появились, да, у нас, это шрути. Как звучат смрити? Смрити могут звучать, и их можно накладывать на любую музыку. И то, что вы слышите у Девы Примал, Ом Сачитананда Парабрахма Пурушоттама Параматтама Шри Бхагавати Самета Шри Бхагавати Намаха. Понимаете, да? Это разные вещи, разные энергии. Сама рецитация — это всегда янский голос, янская энергия. Вот Гюзель написала, пение напомнило голос Сати Казановой. Да, потому что плотный, сочный, прямолинейный такой, насыщенный обертонами голос. Рецитация обычно поется именно на таком голосе, на поставленном голосе. Да? А все остальные мантры, типа смрити, да, они могут звучать совершенно по-разному, глубоко, объемно, красиво, плотно, по-разному. И это уже совсем другая история. Мантры бывают разных направлений. Я сейчас вам рассказала именно о древних ведических мантрах, потому что с них все началось. Но мантры бывают в разных культурах. Есть китайские мантры, да, есть даосские мантры, есть буддистские мантры. Ом Махум Ваджрагуру Падмасирихум, да, мантра, золотая мантра Падмасамхавы, это же буддистская мантра. И каждая из мантр, она несет свой посыл. Есть мантры, посвященные богам. Я знаю, что в христианстве Бог един, да, есть Иисус, есть Дева Мария, Мать, да, и есть Отец Бог. Вот по идее в каждой культуре, духовной культуре, вся эта иерархия присутствует. То есть ничего не меняется. Меняется только название и имена. И человек, который вообще начинает изучать разные религиозные направления, изучать духовную культуру разных стран и народов, он понимает, что в принципе везде все примерно одинаково. Поэтому у него не формируется отчужденности и непринятие каких-либо других культур. Я с глубоким уважением отношусь к разным музыкальным творениям разных культур, потому что во всех культурах есть духовные песни. Да? В американской культуре, несмотря на то, что это очень молодая нация, у них есть госпелы, да, когда они поют.
Да, вот это все красота, вся вкуснятина. Это тоже своего рода мантра. То есть мантра — это, по сути, общение с Богом. Это звонок Богу, я бы так сказала. Это код доступа к высшим силам. Когда вы обращаетесь туда, когда вы просите устранить все препятствия, когда вы восхваляете, это может называться еще и бажаны. Можно петь на русском языке. У меня есть вот новые композиции мои, славянские мантры. Я знаю, что не все воспринимают ведические только потому, что людям не хватает знаний. Да? Они не понимают этого, они не понимают, как это переводится, как этим пользоваться. Поэтому смотрите, да, запомненное, по-другому еще переводится. Да. Шути услышанное, смотрите, запомненное. Ксюша пишет, мне нравится, когда есть сочетание. Сочетание в чем? Когда звучит мантра и перевод, правильно, Ксюш, правильно? Я понимаю. Девочки, напишите, пожалуйста, вот молитва, хвала, Таня пишет, да, правильно. То есть мантры бывают разные. Сейчас я вам напою мантру. Давайте я вам спою мантру. Пробежимся так с вами по разным направлениям, просто чтобы вы понимали, да? Например, есть китайские мантры, посвященные божеству богини Гуань-инь, да? И эти мантры звучат особым способом. Они восхваляют, да, они, например, я обещаю, я желаю быстро познать всю дхарму. Да? Дхарма — это великий закон. И мантра это звучит таким образом. Намо дабэ гуан шэнь, Yuan wo su je che fa. Namo dabe guan shi, Yuan wo su je che fa. Namo dabe guan shi, Yuan wo su je че fa. Китайская мантра, посвященная божественной, опять же, матери, да, то есть это мантра, посвященная женской ипостаси, женской энергии шакти. И мантра — это прошение познать великий закон, познать дхарму. И эта мантра работает. Она будет работать у тех, кто понимает, о чем это, да? Она будет работать у тех, кто верит в это. Мантра фактически как молитва, да? Она позволяет нам настроиться, привести себя в гармоничное состояние. Когда мы поем мантру, мы автоматически отключаем ум, я уже об этом говорила, он отключается на раз. Если у вас есть проблемы с умом, я имею в виду, если у вас постоянные беспокойные мысли, вы не можете успокоиться, нормально спать, вам мешают ваши мысли, вы в постоянных тревожных состояниях, вам просто необходимы мантры. Потому что они в момент уводят вас от состояния мысли в состояние безмыслия, в чувствование, да, в состояние сердца, в глубокое погружение в то, что стоит за мантрой. В каждой мантре есть своя энергия. Когда вы слышите какую-то мантру, вы считываете энергетику этой мантры. Почему в идеале, конечно, слушать рецитации и звучать рецитации? Это то, что мы с вами, я вам пропела, да, шрути. Почему? Потому что это неизменный вариант мантры. Это изначальный вариант, который прекрасно включает в работу наше сознание и подсознание. Он попадает прямо в цель. Да? Если мы звучим уже мантры в более искаженном варианте, то есть на которую наложен звук, мелодия красивая, она звучит уже не так. Она может пройти поверхностно, то есть она может не точно бить в цель. Но бывают случаи, когда хороший проводник. Очень важно, кто исполняет мантру. Если мантру исполняет человек, у которого более-менее чистое мышление, сознание, чистые устремления, сердце, да, намерения благие, то есть если у него жизнь не осквернена какими-то негативными действиями и нарушением кармических законов и дхармы, то такой человек, исполняя ту или иную мантру, он может передавать очень высокие состояния.
И тогда очень важно смотреть, а чьи мантры вы слушаете, какой образ жизни ведет человек, как он вообще живет. Всегда наблюдайте, чью музыку вы слушаете, на чьи картины вы обращаете внимание. То есть всегда смотрите, кто стоит за тем, что транслирует. Всегда наблюдайте это, чтобы вам было понятно, какая энергия стоит за тем или иным произведением. То есть что важно? Важно, чтобы мантра была правильно спета, да, правильная рецитация, это четкий ритм, да, ритмический рисунок, интонация чистая, правильная, умение повышать тон, то есть ускорять мантру, повышать тон, это дает большую мощную энергетику. В рецитации обычно идет повышение тона и ускорение мантры. Это вы слышали везде. И понимание, да, понимание, что вы делаете, о чем мантра. Это тоже должно быть, присутствовать. Вложенная энергия, ваша вложенная энергия и намерение. И мантра начинает работать. Ну и тот, кто стоит за мантрой, да. Так, на русском языке спойте, пожалуйста, мантру. Там уже заказы посыпались, я смотрю, Оксана. Давайте спою на русском. Это была на китайском, я вам спела сейчас. На тибетском, подождите, до русского дойдем. На тибетском мантра звучит так, например. Спою вам 100-слоговую мантру Ваджрасаттвы, которая у меня есть на курсе. Вот девочки у меня сейчас проходили продвинутый курс, и там мы разучиваем 100-слоговую мантру Ваджрасаттвы. Она не простая ни разу, но очень вкусная. Слушаем. Тибетская мантра. Om benza satu samaya manupalaya benza satu tenupati tadritme bhava sutukame bhava supakame bhava anurukme bhava sarva siddhime vedza sarva karma sutsama citam shriya guru bhagavan sarva bhagata benza mama benza bhava mahasamaya satoa. Om benza satu samaya manupalaya benza satu tenupati tadritme bhava sutukame bhava supakame bhava anurukme bhava sarva siddhime vedza sarva karma sutsama citam shriya guru bhagavan sarva bhagata benza mama benza bhava mahasamaya satoa. Ну как вам? Как вам тибетское исполнение мантр? Мало того, они проговаривают их по-разному. Они могут проговаривать их на одной ноте. Ом бензасату самая манипалая бензасату тенабади ритмхва сутукаме бава супакаме пава анурактуме бава сарва сихимам даяца сарва карма суцаме. Таким монотонным. Это как Господи помилуй, Господи помилуй. Вот примерно вот то, что происходит у нас в церквях, по сути, это мантры. Да, вот когда-то то же самое, они читают на одной ноте. Происходит все то же самое. Почему отношение к другим мантрам такое критическое, я не понимаю. По сути, во всех направлениях присутствует начитывание священных текстов. Начитывание. Супер, понравилось, девчонки, я очень. Лейла пишет, мы тоже ее поем, но не так быстро. Да. Во всех направлениях присутствует начитывание мантр. И ускорение темпа дает большую энергетику. Почему ускоряем темп? Когда вы ускоряете темп, поднимаете интонацию, сильнее идет энергия. Это тоже присутствует в практиках, когда мы работаем с голосом. Кристина пишет, даже вы мурашки по телу. Классно, я так рада, что вам понравилось. Двигаемся дальше, посмотрим. Славянские мантры. Ну, девчонки, ну, знаете ли, сейчас будет дебют вообще-то. Так, сейчас я его найду, это сначала дебют, ладно? А вы мне пока напишите, какие мантры вам больше нравятся всего, если вы когда-нибудь вообще слушали русские, славянские, ведические мантры. Если здесь есть специалисты, конечно, напишите мне, что вам по душе-то, как у вас-то с этим.
Вот эта вот 100-слоговая мантра Ваджрасаттва, эта мантра, она избавляет от 5 самых страшных грехов. Понимаете? Она избавляет от гнева, зависти, ревности, похоти и корысти. Она самая сложная, 100 слогов этой мантры. Если вы проговариваете их 108 раз, вы очищаете свою самую тяжелую карму. Она очень мощная, невероятно мощная мантра. Так. Нашла. Я ее даже еще не подбирала, если честно, она только в моей голове. Эти мантры славянские. Короче, чтобы привести в пример и вообще показать своим ученикам и вообще людям, что такое мантра и вообще как она может звучать, я решила написать тоже такие своего рода мантры, но... Я постоянно нахожусь в погоне за истиной. За истиной. Это мне Сири, простите, пожалуйста. Она у меня сработала, она и за истиной в погоне. Итак, чтобы... А вот, вижу, ведический и русский. Нравится, как Имран поет. Да. У него глубина, потому что у него есть глубокий духовный опыт. У него есть энергия, которая за ним стоит. Когда на сцене исполняет человек, за которым стоит более высокая тонкая энергия, то есть учитель или гуру, да, тогда исполнение такого человека обретает силу. У Имрама есть определенная парампара, то есть есть учение, в котором он присутствует, поэтому он звучит особым способом. Итак, есть мантры русские. Я сейчас вам ее спою, а затем мы с вами разберем вообще отличие вот этих мантр от других, чтобы вы тоже разбирались. Юля пишет: Сати Казанова, Илона Рябицкая, Део Примал. Благодарю тебя, что ты поставила меня на этот пьедестальчик. Спасибо большое. Итак, песня. Песня-мантра. Ой, жива. Эта мантра славянская, она посвящается 4 стихиям. Земля, вода, огонь и воздух. Ой, жива матушка, матушка земля, носишь меня, матушка, как свое дитя. В косы мне мудрости и любви вплети, благослови меня на моем пути. Ой, ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ри-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ри-ри, ла-ра-ла-ра-ла-ри-ри. Это вот одна из частей. Это посвящается земле. Да? Вторая посвящается воде. Ой, ла-да-ла-ди-лель, воду на меня лей. О, мое лицо, очисти сердце мое. Я немножко добавляю таких оконей наших народных, чтобы больше на народный походило, а то я пою, конечно, эстрадным голосом. И мантра Ярили, солнцу, огню. Ой, Ярила, батюшка, благостный отец, надень на меня, батюшка, огненный венец. Разожги огонь груди, и пущай горит пламя сердца моего, душу освятит. Это вот то, что посвящено огню. И
И еще одна мантра, посвященная воздуху. Ой да ветер, ветерок, разнеси мой голосок песня мире и любви. В каждый Божий дом неси. Все. Что это такое? Вот поделитесь, пожалуйста, как ваши ощущения? Славянская мантра, да? Посмотрю, что вы пишете. Мне нравится. Почему 108 раз? Есть такие определенные священные цифры, которые работают, скажем так. Марина пишет, давайте споем 108 раз, чтобы избавиться от 5 пороков. Ладно, я подумаю, Марина, будем делать практику тогда. Сколько любви. Вообще ориентируюсь всегда почему-то на ощущения, даже если не понимаю текст, потом возникает желание узнать. Да, да, Танюша. Так, божественно, и модно. Не совсем Юлечка поняла. Круто. Таня. Ага. В фильме «Он дракон» актриса как раз там поет русские мантры. Тоже тогда впечатлили, как там поют. С дебютом. Спасибо большое, Катюша. Я рада, что вам нравится. Они еще не доработаны, конечно. Это будет, скорее всего, такая песня. Она будет включать в себя работу со всеми стихиями, для того, чтобы из зала можно было петь, пропевать, и практики делать на работу со стихиями. То есть это такая вот интересная, новая практика, можно так сказать. Вот эти пока вы нигде не услышите, кроме как здесь, потому что я еще не записала. Если Ваня сейчас находится, Даниленко на прямом эфире, Ванюш, привет, то он знает, что мы хотели давно эти мантры сделать, то есть привести это в нормальное состояние. Как только я вернусь в Россию, мы будем включать ее уже в репертуар. Так, мне еще нравятся славянские мантры у Ладомировых, конечно. Спасибо, Юль, спасибо большое. Но теперь давайте мы с вами немножко поразмыслим, а в чем же разница? Вот вы услышали славянскую мантру, да, предположим. Их много. Славянские мантры может писать, в принципе, любой человек, да. В чем разница? Скажите, вот какую разницу вы чувствуете между той рецитацией, которую я тогда исполнила? Ом гананам тва ганапати гум хавам махе. И вот этим то, что прозвучало. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Разница в чем? На ваш взгляд. Сынок подпевает классно. Сынку привет. Вибрации разные. Угу. Еще. Ваши варианты. Интонация. Ну, конечно, да, разная интонация. Согласна. 100%. Да, еще. Смысл, вложенный в мантру. Смысл, правильно, еще. В интонации звучит смысловой посыл, вибрации. Яночка, во благо. Вот, Катя написала, от высших сил и от народа. Здесь прям мощная энергия, глубина. Русская более мягкая, домашняя. Ритм. Славянская более мелодичная, плавная. Вот смотрите, как четко вы заметили, да? Славянская более мелодичная, плавная. Как вы думаете, почему вот эта славянская мантра более мелодичная и плавная? Ваши вариации. Как вы думаете, почему вот эта мантра более мелодичная и плавная? Более домашняя, такая мягкая. Как вы думаете, почему? Ваш вариант.
Где ее можно найти? Лейла, какую из мантр? Напишите, пожалуйста, про какую мантру вы говорите. Почему русская мантра более мелодичная и мягкая? Катюша пишет, от природы, потому что, да, природные стихии. Так. Ну, мантры Ганеши — это тоже, можно сказать, природное божество. Но звучит намного сосредоточенней. Глубина, сердечность разная. Из любви поется, так, более духовная. Угу. Потому что мы понимаем, о чем. Угу. От народов зависит. Может, еще какая-то карма России влияет. Слова родные. Ну вот вы уже ближе, девочки, ближе. Человек поет будто сердцем от себя. Катя, в точку. Душою. Потому что стихи, она про славянскую спрашивает. Да-да-да. От верования зависит. Девочки, вот практически попали в точку. Знаете, почему она мягче? Знаете почему? Потому что она написана человеком. Вот эта мантра, она передает мое состояние. Именно я звучу так. Это вот вам просто еще один момент на то, кто поет мантру, да, кто ее создал. Вот эти создала я. И она звучит вот так, потому что это одно из проявлений меня, как человека. Следовательно, когда вы поете эту мантру, какую энергию вы получаете? Вы всегда получаете энергию того, кто написал. Энергию источника. Вы понимаете сейчас вообще сам смысл и ответственность того, что вы слушаете? Когда вы слушаете те или иные песни, вы соединяетесь с человеком, которые он написал. Вы соединяетесь с его энергией. А когда вы соединяетесь с энергией человека, вы перенимаете его привычки, его кармические особенности. Чем больше вы слушаете песни того или иного человека, чем больше вы будете походить на того человека. Как происходит в музыке? Возьмите рокеров, они выглядят особым способом. Возьмите джазистов, они выглядят особым способом, даже внешне. Возьмите классических музыкантов, пианистов, как они выглядят. У вас сразу картинки нарисуются. Возьмите этнических музыкантов, и вы знаете, как выглядят они. Понимаете? Музыка накладывает огромный отпечаток на того, кто ее исполняет. А точнее, сам человек вкладывает в музыку определенную энергию. В этом и есть разница. Вы можете слушать славянские мантры, пожалуйста, никто же не запрещает, но вы знаете, что эти мантры написаны в современном мире, современным человеком, с его мышлением, с его тараканами, со всеми делами. Каким бы он ни был прекрасным, все равно в нем все это есть. Он вырос не в древней эпохе, в него не были вложены глубинные знания. А если и вложены, то в этой жизни он, например, не успел их еще проявить. Понимаете? Да, мы переопыляемся спецами, энергетикой. Молодец, Оль. Вон, я вижу аплодисменты, Юля, точно же. Да, да, девочки. Вот почему рекомендация слушать именно мантры ведические, которые были написаны древними риши, древними мудрецами. Мантры, которые пришли от начала времен. Вот почему на своих курсах я в программу вставляю мантры в первую очередь. Потому что когда девчоночки приходят на курсы неокрепшие, всего боящиеся, не верящие в себя, не верящие в жизнь, у них большие проблемы, они приходят на курсы, чтобы научиться петь, стать немножко уверенней, и вдруг начинает звучать, не просто слушать мантру, а начинает звучать вот этой мантрой. Как можно спеть эту мантру? Только проявив внутреннюю силу и мощь. А она ее дает просто на раз, два, три. Просто на раз, два, три включает эту мощь. Даже если кажется человеку, что у него этого нет. Потому что мантра написана, это рецитация, это шрути, древнющая мантра, которую мы изучаем на курсе в изначальном варианте. Они, конечно, когда вот сейчас у меня курс идет базовый, конечно, у них глаза на лоб, но они чувствуют в этом энергию. Они меняются на глазах. У них происходит тыдыдыщ просто вот такое изменение в считанные минуты. Отключается ум, проявляется мощь. Просто отсюда проявляется такая мощь. Понимаете? Вот в чем разница. Именно поэтому я не только
обучаю петь, да, я даю еще знания о мантрах, чтобы люди вообще понимали, что это такое, чтобы они обретали силу и наблюдали за тем, откуда пришла музыка. Будьте внимательны, что вы слушаете, будьте внимательны, что вы смотрите, какая информация к вам заходит, через что. Потому что за этой информацией сейчас на самом деле люди там сверху очень хорошо умеют манипулировать обществом, понимаете? Сознанием людей. Они знают, какую музыку пропагандировать. Поэтому на эстраде непонятно что. Ну, серьезно. Это все убивает просто сознание человека. Будьте внимательны, прошу вас. Ну и, как говорится, к чему я говорила-то? Сейчас вспомню. Да, я говорила про то, что если мантра, написанная в древние времена, она дает больше силы, да, она дает больше вот этой энергии, заряда и помогает человеку быстро вернуться в гармоничное состояние. Вот почему именно мантры. И вот почему, кстати, я учу писать именно мантры. Если вы не знали, я учу девчонок, кто хочет там, или, ну, в общем, всем, кто хочет написать свою мантру, я учу писать мантры, чтобы человек создал что-то такое, чтобы исцеляло его близких, родных, его детей, потомков, да, чтобы он мог оставить свой след в этой жизни, после себя что-то очень хорошее. Это же очень важно, чтобы вы не просто прожили жизнь, работа, дом, дети, уборка и так далее, все, и ушла. Была там, кто там, Маша, да, не стала Машей, да, и забыли Машу. А если эта Маша взяла и поняла, а я хочу написать что-то такое, что поможет моим детям или пробудить там моих внуков, кто-нибудь услышит, скажет, это твоя прабабушка поет. Даже если у нее нет музыкального образования. Просто вот она записала, спела, и все таки это прабабушка поет, это же так интересно. И он пойдет и скажет, а вот это моя прабабушка поет. И уже увлечется этим, начнет слушать, а хлоп, а это мантра. И хлоп, она меняет сознание. И человек, и у ребенка что-то поменялось. И у него, когда ему плохо, он включает и слушает, и ему становится хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Как вам такая идея вообще? Отзывается, нет? Почему еще я учу писать мантры? Потому что не нужно придумывать текст. Нужно написать только музыку, а текст взят из священных писаний, и он работает на 250%, да, на 350%, на 1000% он работает. Понимаете? Самое главное, что она в любом случае будет целительной. Если вы хотите приносить какую-то пользу этому миру, то делайте тогда хотя бы сознанием дела, да? Понимаете? Хотим всего 30 учеников выборочно. Да, это супер, оставить след, Оля пишет, Антипова. Да. Именно вот оставить след. Я в следующий, по-моему, сейчас я посмотрю. Да. В следующую среду, вот в 18:00 я буду проводить практикум на то, как написать свою мантру. Если вам интересно, приходите. Буду рассказывать вообще о ключах к написанию, как подойти к написанию мантры, что нужно знать, что вообще, возможно ли это вообще обычному человеку вот просто написать свою мантру. Если вы не знаете, у меня девчонки на курсах, они пишут мантры вообще без музыкального образования. Вообще без музыкального образования. Даже иногда с еще не сформированным музыкальным слухом. Берут и пишут. Потому что раз я сама специалист, и все равно и музыкант, и композитор, и знаю не только много о музыке, да, я знаю еще много о йоге, философии йоги, изучаю мантры. Конечно же, мне проще объяснить человеку в 2-3 словах, чтобы он начал писать. Здесь есть девчонки, которые уже написали мантры. Девочки, есть здесь те, кто прошел курсы вокала, музыка, света и написал какие-то мантры. Напишите, пожалуйста, от себя, какие мантры вы написали, что вы почувствовали, вообще сложно было, не сложно, какой курс вы прошли, если вы здесь есть.
Про написание мантр, да, это будет практикум на YouTube. Он будет в следующую среду в 18:00. Я обязательно кину ссылку. Если вам интересно, напишите мне сейчас вот сюда в чат «Хочу на практикум». Просто напишите «Хочу на практикум». Ладно? И я прикреплю ссылочку к нашему эфиру, чтобы вы записались. Это бесплатный практикум. Это просто для вашего ознакомления, для того, чтобы вы погрузились немножко в эту тему. Хорошо? Кому хочется на практикум, напишите «Хочу на практикум», и я обязательно прикреплю вам ссылочку. Все курсы прошла. Юля пишет, да, все курсы прошла. Да, Юля прошла все курсы. Вечный студент. Оля пишет, хочу на практикум. Угу. Я привела мантру, был очень интересный опыт. Какую мантру, Ксюша? Поделись, пожалуйста. Девочки, кто написал мантру, напишите. Какую мантру вы написали? Поделитесь, пожалуйста, расскажите. Не в 2 словах. Именно расскажите участникам, как называлась ваша мантра, да, как вы ее исполнили, был ли это живой концерт или еще как-то. Настюша, Господи, привет! Моя хорошая Настюша Витько, я так рада тебя видеть, боже мой. Соскучилась. Вон, смотрите, девочки, вам скинули ссылку на практикум. Я не знаю, сможете вы так по ней перейти или нет, либо дождитесь ссылочку, когда я сохраню эфир, чтобы вы могли прийти и посмотреть. В общем, суть в чем? Я вам скажу в 2 словах. Я вам раскрою секретик. Небольшой свой секрет раскрою. Однажды я отправилась в далекое путешествие, в далекий-далекий Тибет с клубом Ом.ру. Это тот клуб, где я завершила курсы на преподавателя по йоге. И после посещения Тибета я была в 2018 году, в 2019, там мы жили по 3 недели где-то примерно, 3,5 недели. Вот последний раз получился 3,5 недели. И вернувшись из очередного паломнического тура, я поняла, что я хочу что-то действительно оставить след. Вот серьезно. Сделать что-то такое, что будет не только для меня благо, но и для других. Я уже писала мантры. У меня уже были мантры написаны, и мы записывали мантры целым клубом йоговским. Я обожаю это время, обожаю всех ребят в клубе, потому что они приложили свои усилия. Это мантра Гаты, записанная с ребятами, мантра Шанти и Локос моста. И я поняла, что мне хочется, я видела, как ребята с каким рвением вообще записывали эти мантры, мне бейки прописывали. И я понимала, что было бы здорово, чтобы не только я занималась этим, и не было вот этих людей, единицы, знаете, которые поют мантры. Их же единицы, реально. Их по пальцам можно пересчитать. Очень хочется, чтобы в мире звучала светлая музыка, чтобы звучали мантры на русском, мантры на английском, мантры, то есть чтобы люди начали писать то, что будет просто раскрывать другим сердца. И поэтому пришла вот эта идея создания творческого курса, который я сначала запускала в офлайн формате, и сейчас я уже хочу его пробовать запускать. Да почему хочу пробовать? В декабре я запустила в онлайн формате. У меня было 10 человек, там ограниченные места на курсе. Но все 10 написали мантры, и уже половина курса записали их на студии, и девчонки сняли клипы. И это круто. Это круто. Прошло всего месяц-полтора, и я уже вижу такие крутые результаты. И я счастлива, что девчонкам, вообще людям отзывается эта идея о том, чтобы оставить свой след. Оставить какой-то светлый след для своих родных, близких, для своих детей, для тех, кто находится рядом. Это правда классно. Вы никогда об этом не пожалеете. Никогда. Поэтому обязательно приходите на практику, я буду с вами делиться, как это делать. Ко мне пришла мантра, Ксюша пишет, Ади Шакти. Да, очень красивая мантра у Ксюши. Пришла она ко мне на офлайн-курсе творческом, было очень необычно. Мы сели с Илоной рядышком, так, я ей говорю, дай, пожалуйста, до ре мажор. Она взяла аккорд, и у меня пришла мелодия. Это было необыкновенно, да. Как это было? Дополню Ксюшу. Ксюша говорит, у меня ничего не получается, я не могу ничего написать, пожалуйста. Я говорю, садись, сейчас будем все делать, давай. Взяла аккорд, и Ксюша запела. Вот этот был процесс.
Да, исполнила она ее дважды на оффлайн курсах музыки света, да. Ксюша просто живет в Екатеринбурге, поэтому вот это был второй поток, на котором она присутствовала. Второй поток творческого курса был у меня, получается, в октябре месяце. И она написала свою мантру. Мы с Ксюшиной мантрой открывали концерт. Да, Ксюша? Вон, Юля пишет, Кали Дурги. Никогда не могла подумать, что у меня получится. Я без музыкального образования, но вместе с Илоной записалась. Короче, у Юли, да, у Юли тоже интересная история. Она училась как раз на онлайн-творческом курсе. Из команды еще и онлайн-курс, да. И она написала Кали Дурги. Очень красивая мантра у Юли. Вот. Ну, спасибо, девчонки, спасибо вам, что вы делитесь. Благодарю вас за ваши отзывы, за то, что вы делитесь своими впечатлениями. Кто написал «Хочу на практикум», мы вас для себя зафиксировали, что вы у нас есть. И Ксюша пишет, ой, я так волновалась первый раз, но мне удалось отпустить эмоции и кайфануть от процесса. Было так классно. Ой, тебе повезло, потому что не все могут отпустить, но я учу на курсах не думать о том, как вы выглядите, как вы поете, потому что мантра — это все-таки практика, да, это не показание себя, вот я какая, я пою. Мантра — это про погружение, про проведение энергии, и девочки справились, конечно, на ура, они молодцы. Пришла мантра, Юля пишет, пришла она во время практики, конечно же, йога и медитации, простирания. Вот как здорово. Видите, Юля какие подробности раскрывает. Я даже и не знала. Свет, мы из Екатеринбурга. Петь волновалась. Да. Мне очень помогло, что мантра у меня перекличка. Девочки с курса очень помогали. Здорово. Девочки, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас хотел бы написать, попробовать свою мантру? Вот есть из вас те, кому это было бы интересно? Написать свою мантру. Напишите, хотели бы вы, если, ну как бы вот, если бы вы хотели, напишите, хочу написать свою мантру. Просто интересно, есть вообще здесь такие люди? Настя, да. Настя недавно написала очень красивую песню, она поделилась со мной. Поэтому мантру, я думаю, ты напишешь 2 счета. Да, хочу еще. Ксюша, неужели не хватило одной мантры? Юля пишет, я бы хотела. А какие вам больше нравятся мантры? Хорошо, пишите, пишите. Да, боюсь, но боюсь, если честно. Ничего тут страшного нет. Угу. Не надо бояться. Страх, он блокирует творческую энергию. На курсах хочу избавляться от страха. Если присутствует страх, человек не может воспроизвести ничего. Поэтому основная задача на курсах — это избавиться от ощущения страха, тревожности и остальных. Поэтому на курсах у меня есть практики йоги. Поэтому я и даю эту информацию по йоге. Танюша пишет, я бы очень хотела, классно. Будем пробовать. Маша пишет, я желаю написать свою мантру. В общем, девчоночки, я буду рада видеть вас на практику. Приходите, пообщаемся, я вам раскрою, приоткрою завесу по мантрам, еще немножко глубоко поговорим. Вот. И я вас вдохновлю. Я буду только счастлива, если вы напишете. Очень хотелось бы написать мантру и спеть ее. Очень интересно ее спеть и прочувствовать. Да, да. Девочки, это вообще про другое. Слышите намаз? Сейчас, минутку. Это ведь тоже мантра. Понимаете? На русском хотела бы, вот Юлия пишет, значит, пишите на русском. У меня нет ни голоса, ни слуха, петь люблю, я написать свою мантру вообще запредельно. Света, зато открыто, да, зато честно. Свет, и у нас и такие бывали. Но для этого, конечно, надо будет послушать вас. Юля пишет, это славянское, фольклорное. Можно и такое, конечно же. И счастливчики, что есть возможность. Это точно, Настюш. Да. Девочки, написать мантру — это вообще, это войти в новое состояние. Это выход это какой-то выход на новый духовный уровень, потому что это еще и ответственность. Но это необходимо для души. Это необходимо для души, для роста.
вы просто станете на 200 миллиардов раз счастливее. У меня есть девочка на курсах, она первая записала мантру, Алена Золотова, и выпустила клип быстрее всех. Мантра называется Асатома, может быть, кто-нибудь слышал. Да, я сейчас в Турции, Лейла. Вот. И я разместила эту мантру у себя в аккаунте в Инстаграм. Прошу прощения. Вы не представляете, сколько благодарности я получила. Я только успевала Алене высылать скрины, потому что там, боже мой, у меня текут слезы, боже мой, такой голос, такая мантра. Я говорю, Алена, вот видишь, посмотри на свое творение, видишь, как это работает. Это вам кажется, что никто не будет слушать, это вам кажется, что ерунда. Нет, люди ждут, людям это необходимо, и у вас будут свой слушатель, поймите. У каждого человека свой слушатель, у каждого вокалиста. Даже если вы не петь супер красиво, это не имеет значения. Когда вы поете мантру, главное петь чисто. Для этого можно научиться этому, да? Я специально готовлю людей к этому. У меня начинают с самого начального, по всем ступеням, развивают музыкальный слух, поют мантры. Самый финальчик, в самом финале, они завершают, либо сами пишут свою мантру, либо становятся преподавателями по йога-вокалу, либо и то, и другое, да, вот как у некоторых. То есть это такой подход, достаточно глубокий, хороший, но в любом случае это новый уровень, это 100% новый уровень, и написать возможно. Если я не умею петь, есть шанс, что что-то получится? Конечно. Надо послушать вас. Если вы совсем, то вам сначала нужно поставить, немножко поработать с голосом. И я этим тоже занимаюсь. У меня есть специальный начальный курс, где я с нуля, вообще с нуля развиваю музыкальный слух, голос. На чем? На мантрах. Конечно же, у вас воспитывается вкус, понимание, вы вырастаете. И очень быстро, кстати, все происходит. Если вы умеете хорошо заниматься, если вы не ленитесь, да, немножко прикладываете усилия, то 100% результат будет. А если мантра Алены ВКонтакте, Инстаграм в России не работает? Я запишу этот вопрос, Надин, для себя, ладно? Кто-то у меня еще спрашивал что-то. Спрашивали вы, по-моему, у меня русский текст вот моей славянской мантры, пока я его не дам, пока я ее не запишу. Поэтому его нигде нет. Так, выложить мантру Алены. По-моему, она у меня есть в группе «Музыка света». Я проверю. Мантру Алены, чтобы вы послушали. Золотовой в ВК. Чтобы вы послушали. Вот. Висит. Сильно висит. Сейчас вы меня слышите? Скажите, пожалуйста. Как меня слышно? Мне просто звонок был. Нормально меня слышно? Дайте, пожалуйста, обратную связь, чтобы я понимала, что мы с вами еще в контакте. Мы еще на связи. Сейчас нормально. Слава Богу, слава Богу. Отлично, прекрасно. Ну что ж, я предлагаю завершать тогда сегодняшний эфир. Я буду очень рада вас видеть 22 апреля, то есть через недельку в 18:00 на практикуме. Практикум «Как написать свою мантру и песню», да, или песню. И там я более интересно и более подробно вам расскажу и о мантрах, и о том, как они работают, и вообще, что нужно для того, чтобы начать писать мантры, и как вообще это, вообще, как это возможно написать мантру. Вам будет интересно, правда, и споем вместе с вами красивую мантру. Будет душевно. Посидим с вами за чашечкой чая, пообщаемся, поболтаем, настроимся, гармонизируемся, сделаем такую настройку, медитацию. Будет хорошо, вам понравится. Это будет наша с вами такая маленькая теплая встреча девочек вместе. Будет хорошо, правда. Интернетушка зависает. Я завершаю тогда эфир, раз интернет виснет. Всех вам благ, до встречи, и переходите по ссылочке на практику. Я поняла, что завис.
Хочу на практику. Благодарю. Я вас тоже благодарю. Вы самые лучшие. Я не знаю, зависаю я или нет. Но я благодарю вас за то, что вы пришли. Благодарю за то, что вы хотите на практикум. Значит, мы скоро с вами увидимся. Все, завершаю эфир. Всех обняла.